Привет, друзья! Это заключительная часть нашего рассказа о митинге, который состоялся, или в кавычках должен был состояться в Москве. Для тех, кто не видел предыдущие две части, коротко объясню. Люди разделились, и мнения разделились практически там на две половины. Первая половина, и я к ней отношусь, просматривают некоторую аналогию с тем, что происходит, и тем, что происходило в свое время в Украине, в Киеве. И некоторые даже, вот такие как я, и имеют наглость это произнести, мол, ребята, а вам не кажется, что такое уже где-то было? Вторая половина говорит, нет, это не имеет никакого отношения к Украине. Более того, не смотрите на Украину, смотрите вот туда вот. И для того, чтобы разобраться... И когда особенно мне говорят, что ты, мол, в упрек ставят, ты не понимаешь, никак не связано или еще что-то, всегда надо отправиться, знаете, и спросить у людей прямо на месте. Это лучший способ. Я опять даю возможность высказаться всем, как всегда, знаете, никому мы рот не закрываем, представляем все мнения, свое мнение не высказываю. Единственное, что я извлек из этого всего, что по ментальности, оказывается, русские ближе к южнокорейцам, а не к украинцам. Это для меня было откровением своего рода. А кого? Вас, что ли? Давайте вас выберем. А что, вы программа у вас есть? Кого? Зюганов, что ли? Волдырев. А где у него программа? О, это который Сибинск, что ли, который школьную страну, что ли, вот это не надо, вы идете с Советским Союзом. Цель выразить недовольство власти, просто то, что много не устраивает. Много не устраивает то, что они сейчас вообще делают. Условия жизни ухудшились, зарплаты не растут, цены растут. То есть кризис ощущается. И вообще кризис, он как бы у народа. А у Путина, Медведева и всех остальных, у власти, у них не кризис. Они себе позволяют покупать всякие там дома, квартиры, виллы. Все это как-то народ уже, конечно, на пределе, я считаю. Нужно что-то менять в этой власти. Нужно убирать эту власть. А какие вы видите изменения в будущем в лучшую сторону? В будущем? Ну, нужно, чтобы толковые люди какие-то просто пришли к власти и уже именно заботились о народе, потому что сейчас власть вообще о народе никак не беспокоится. Они просто выстраивают внешнюю политику, а внутри страны бардак. Они только по телевизору говорят, что у нас все хорошо, на самом деле ничего хорошего, все хуже и хуже. А есть какие-то варианты для следующей власти, для смены? Варианты? Ну, пока не видно, конечно, такого лидера, как выдающегося, который бы мог возглавить страну. Там, я не знаю, Навальный, я думаю, нет. Ну, должен появиться просто человек, за которым люди бы пошли и поддержали его, и чтобы он реально опять не обманул, как это всегда бывает в России, а именно заботился о народе. Пока такого человека не видно. Но все равно люди выражают свое недовольство, то есть нас должны услышать и увидеть, и как что-то предпринять. А нас же не слушают, и никто не выходит общаться с людьми, не показывает по общественным каналам, по федеральным, ни митинги не освещают, ничего, как будто бы ничего не происходит. Ну, прессы много. Прессы много, но ни Первый канал, ни Россия-24, там, ни Россия-1, ни НТВ, никто не освещает того, что 26, допустим, марта проходили митинги по всей России. Об этом лично я ни слова не слышал по этим каналам. Только можно прочитать там в Яндексе или на Мейле, то есть, может быть, где-то люди живут и даже не знают, что люди недовольны. Да, а вот более, может быть, что-то конкретное, вот конкретные действия вот по тому же митингу, да, вот сегодня мы пришли, например, чтобы то-то, то-то, то, вот что конкретно, какие предложения, если там вот процедура. Мне кажется, что бы народ не сказал, все равно ничего не поменяется. То есть, ну, допустим, мы можем здесь собраться и сказать, что стоп, коррупция, хватит воровать, но ничего все равно не изменится. То есть, ничего не поменяется. Вообще, на самом деле, я бы хотел, чтобы власть вообще поменялась, чтобы не они что-то слушали там, и делали, а вообще полностью убрать этих наших правителей и поставить других нормальных людей, если это возможно. Не знаю. Пусть будет революция какая-нибудь, но только не такая тупая, как на Украине, а какая-нибудь организованная, нормальная, чтобы нормальные люди организовали. А почему вы думаете, что будет не так, как в Украине произошло? Я не знаю, как будет, но не хотелось бы, чтобы было как в Украине. Нет, я понимаю, что не хотелось бы, но там тоже был митинг. Не, ну я понял, возможно, что
будет как там, но просто так уже жить тоже невозможно, как мы живем сейчас. Слушать этот зомбоящик, допустим, то, что нам там лапшу на уши вешает. Смотрите, ну вы же в курсе, что в Украине после, было плохо, а после Майдана хуже, да? еще хуже. Не боитесь ли вы, что может произойти то же самое? Нет, я думаю, нет. Я думаю, все-таки должно быть лучше. А вот почему вы так думаете? Они думают, что будет хуже, но я думаю, не знаю, у меня такое впечатление, что должно быть, по крайней мере, лучше. То есть вы думаете, что в России невозможна гражданская война, как на Украине? Гражданский, я даже не знаю сейчас. Я думаю, все возможно. Главное, чтобы этот переворот привел к лучшему, и все. Ну а как оно будет, не знаю. Но менять нужно в любом случае. Эту власть, это положение нет. А вы из Москвы? Вообще нет. Откуда вы? С Кубани. А вы специально приехали? Я здесь живу уже некоторое время просто. А вы учитесь, работаете? Работаю. Мы на митинг пришли, ну, во-первых, поддержать тех, кто сюда пришел, чтобы максимально вот народ, который здесь собрался, не был разрозненным, не чувствовал себя одиноко в этой, в общем, территории. Вот, действительно, немножко агрессивная может быть среда, и не хочется, чтобы это все переросло в какие-то проблемы, в какие-то... Вот, хочется, чтобы здесь действительно была какая-то та самая единая направленность. А какая цель у митинга? У данного митинга, мне кажется, это продолжение цели 26 марта, чтобы люди, которые не успели посмотреть или не были... Очень много людей здесь, которые говорят, я сюда пришел, потому что не был 26-го. Но те, кто 26-го не были, продолжают поддержку. Ну смотрите, пока получается жиденько, разброд и шатание, да? Но нет все-таки человека, который, который это все объединит и поведет. Вот можете как-то вот свое видение вот по поводу того, что... Вот, естественно, я считаю, по поводу того, что случилось 26-го, люди действительно, те, кто туда ходили, увидели, что никто не боится среди властей тебя схватить и утащить, даже если ты не совершаешь никаких противоправных действий. То есть это действительно немножко страшно. Очень сильный диссонанс того, что говорят, что там защищают, с одной стороны, полицию, говорят о том, что вышли купленные люди, вышли купленные массы, а с другой стороны вышел абсолютно честный, свободный народ, который просто хочет ответа от государства и понять, почему он не может сразу хотя бы несколько аргументов высказать, хотя бы свою защиту. Смотрите, я немножко не понимаю, все-таки не понимаю цель. Вы ждете ответа от властей, или вы против федеральных каналов, или вот против чего? За что или против чего? Да, ладно, тогда скажу касательно этого. Ответ от властей. Обязательный критерий того, чтобы... Ответ от властей по отношению к чему? По поводу чего? По отношению того, откуда, соответственно, появляются средства на... самый классический ответ. Откуда появляются средства? Усадьбы, яхты и такие огромные территории. По вопросу коррупции. Вопрос коррупции. Почему, помимо этого, увеличивается налогообложение граждан? Почему все больше возрастает пропасть между властью и людьми? Почему обычный вопрос к госслужащим, опять же, вопрос к Дмитрию Медведеву, вызывает такую проблему у Кремля просто вот обычного ответа? Смотрите, а вы в курсе по поводу того, что происходило в Киеве в 2013-2014 годах? Какие были митинги, к чему они привели? Очень часто поднимают тему Майдана, да, насколько я знаю. Все. Главная была проблема того, что началось все так же мирно, начались требования ответить по поводу коррупции властей, после чего началось небольшое спонсирование. Со стороны кого? Со стороны, из-за того, что там, помимо всего прочего, было присоединение к Евросоюзу, вопрос присоединиться к Евросоюзу, соответственно, Янукович не хотел этого, он говорил, что нам этого не нужно.
Вот, мне кажется, что спроектировано было со стороны Европы именно. Люди были гораздо более организованы, более агрессивны, имели, насколько я знаю, уже через несколько недель прямые агрессивные действия против полиции. И сразу непосредственно пошли к праве, к Главному государственному дому Украины, из-за чего это все сразу переросло из мирных событий в более агрессивные, жесткие. И это на самом деле странное событие. Я надеюсь, что здесь такого, естественно, не будет. А почему вы считаете, что будет как-то иначе? Чем отличаются эти митинги от тех? Я надеюсь, могу лишь надеяться на то, что это не перерастет в большее. Мы мирные люди, у нас мирные демонстрации, Мирные без демонстрации. оружия. Да. Согласно статье Конституции. И, пожалуйста, не надо нас, соответственно, в СМИ показывать как каких-то или идиотов, или купленных массовок. Здесь совершенно обычные люди, которые работают, опять же, просто не понимают, почему, например, ты, зарабатывая 50 тысяч рублей, даешь там минимум 20, в этот момент у тебя, соответственно, в районе разваливаются дома. Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста, а не запрещено вот с таким флагом выходить? Стоять не запрещено, мы просто стоим. А можете вот рассказать по поводу вот вашего флага и вот почему вы решили сегодня сюда прийти, что это значит? С вами? Это георгиевская лента, которая является символом сопротивления, в том числе символом сопротивления фашизму, ну и, в принципе, любым захватчикам. Вот. Мы выступаем против новой смуты в России, против Майдана. Нам не нужен Майдан, не нужна разрушенная Россия, нам нужна сильная, великая страна. Смотрите, здесь люди рассказывают, что они не хотят повторения Майдана, хотя они вышли специально на митинг. Вот все-таки они говорят, что у нас не будет так, как на Майдане. Митинг, мы стоим с флагом. Вы подошли, спросили? Нет, я говорю о том митинге, который якобы вот сегодня должен быть. Должен был быть какой-то оппозиционный митинг, не согласованный, организованный анонимными людьми. Вот. Но, насколько я понимаю, не состоялось это событие, просто пришли нет. То есть это изначально, в принципе, провокация. Это одна большая провокация. Избили полицейского. То есть это уже опять также является все провокацией. И я не понимаю, зачем на прошлое мероприятие Навальный выводил кучу детей. Это дети, которые, в принципе, некомпетентны, они не могут выразить какое-то критическое мнение. То есть то, что вы держите флаг, георгиевскую ленточку, да, это признак чего? Это символ сопротивления. Мы выступаем против новой смуты. Нам нужна сильная Россия, а не разрушенная Россия. Смотрите, что происходит на Украине. Я не хочу, чтобы такое произошло в России. То, что происходит в Саратовской области, в Самарской области, вы хотите это оставить? Вы говорите, я не хочу, чтобы у нас произошло то, что произошло на Украине. А я, например, не хочу то, что происходит у нас во многих областях. Безработица, например, бедность. Люди с трудом справляются с зарплатами, с кредитами. Почему мы все время киваем на Сирию? Нет, я не говорю, подождите, я не говорю о том, что у нас нету никаких проблем. Естественно, надо улучшать ситуацию, надо бороться с коррупцией. Но то, что происходило на днях, это не борьба с коррупцией. Зачем? Для того, чтобы бороться с коррупцией, выводить несовершеннолетних людей. И я считаю, что человек, который сам является фигурантом нескольких уголовных дел, причем фигурантом дел по экономическим статьям, который занимался Гринмейлом. Нет, Европейский суд его не оправдал. Европейский суд сослался на процессуальную... Мы сейчас про кого говорим? Навального. Европейский суд сказал, что были процессуальные нарушения, что Навальному не предоставили должных возможностей защищаться. Но Европейский суд не сказал, что там все было замечательно. И он фигурант нескольких уголовных дел. Вы сейчас говорите про решение Европейского суда по одному из дел, но там было очень много разных дел. Это человек, который занимался Гринмейлом. Это человек, который не отчитывается о своих доходах. Никто не знает, на что живет Навальный. Абсолютно. И зачем выводить... У меня есть интернет. Зачем выводить... Зачем выводить детей малолетних, которые не могут критически это оценить? Зачем? Там было очень много несовершеннолетних детей, там было очень много школьников. Вот и вышли, как видите, человек 7-10 и 50 блогеров.
Вот вы блогер, я блогер. Что вы думаете по поводу сегодняшнего митинга, как блогер? Ну, скучно. Ну, вы больше ждали, да? Конечно. Я ожидал человек 15 хотя бы. Еще в СИЗО договор, точнее арест вступил в силу, я так понимаю, несколько дней назад. Тех, кого взяли в СИЗО, их, во-первых, пытали незаконно, их морили голодом, они спали по 2 часа. То есть это нарушение всех прав конституционных. Что касается сегодня, я не знаю, я просто гуляю здесь, замечательный город, тут пасмурная погода, правда, но если будет движуха, я, конечно, только за, нужно почаще устраивают эти митинги. Точнее, это просто сбор людей. То есть это как бы сбор для дискуссии, понимаете? Поэтому это очень важно. Если будут как бы опять все молчать или дома, то это просто не выход. А что нужно делать? Какой выход? Молча по Конституции требовать отставки Путина. А как это молча требовать отставки? Точнее, не молча, я извиняюсь. Не применять силовые методы воздействия. Знаете пример Южной Кореи, почему коррумпированный президент ушла в отставку? А вы 26 марта вы были на митинге? К сожалению, нет. Не получилось, да? Нет, не получилось. Да. Но вы поддерживаете? Да, конечно. Смотрите, если будут подобные митинги проходить, да, лидером которого Навальный, да, будет, а вы будете посещать? Причем здесь Навальный? 26 марта был митинг, лидер не был Навальный, там было просто масса людей абсолютно разных сами по себе, но у них одна цель – добиться справедливости, чего невозможно, по сути, но они пришли как таковые, их начали скручивать дубинками, там, я не знаю, вести в автозаки, пытать там, просто пару людей стояло на ровном месте, просто взяли в автозак и все, это просто дикость, понимаете? Ну, я поддерживаю, безусловно. Был мирный протест, это мирный митинг. Они же не громили какие-то улицы, не кидали лавочки в ОМОН. Это же все были мирные дети. Точнее, студенты, они не дети, они уже по 18 лет, это минимум 17 лет, понимаете? Какие дети? И никто не платил 10 тысяч евро, это все вранье, понимаете? Никто ни копья не платил никогда в жизни. А не кажется ли вам, что могут быть вот эти митинги массовые в будущем чем-то быть схожи с тем, что происходило в Киеве? Нет, нужно смотреть на Южную Корею. Во-первых, я вам напомню, что с ноября 13 по декабрь 2013 года выходила молодежь. Судя по новостям. Потом были провокации со стороны силовиков Януковича, власти Януковича. И там то ли убили студента, то ли были покалечены студента. То есть были провокации. С ноября по декабрь были относительно мирные протесты в Киеве. Но не нужно иметь пример Киев. Нужно давайте начнем с Южной Кореи, как они там за 2 дня все это сделали. Сравнивать то Россию. Почему сравнивать Украину с Россией, третьесортную Украину, с Россией, у которой нефтяные богатства, газовые богатства, огромные территории, которые не обрабатываются. Самая богатая страна в мире вы сравниваете со страной третьего мира. Почему вы так делаете? То есть получается, что данные митинги не приведут к тому, к чему привели в свое время митинги на Украине? Там другая совершенно ситуация. Трус Янукович сам сбежал. Он сам коррумпированный человек был. Лучший друг Путина. Да и мы другие. Вы другие, не нужно сравнивать с Украиной. Вот вы сравниваете, угнетаете. Есть замечательный пример. Южная Корея. Почему Южная Корея одно из самых развитых и богатых государств? Самое маленькое, одно из самых маленьких. А Израиль, например? Израиль вообще это уникум. Не имеет никаких Израиль, одни вот пески. я вам открою секрет. Каждый президент Израиля потом проходит следствие свое. Потому что есть реальный суд, который выносит реальное обвинение. И там вообще нужно брать пример либо с Израиля, либо с Южной Кореи. Народ не хочет войны. Он сейчас хочет просто банально какой-то ясности в ситуации. Понимаете? В Украине тоже народ не хотел войны. Ну там совсем другое. Нет, я вам еще раз повторяю. Я вам А, вы мне В. Не нужно сравнивать Россию с Украиной, понимаете? Это просто чудовищно. Это небо и земля, это все. Не надо сравнивать. Плюс снайперы. Не сравнивайте Украину с Россией. Плюс госдеповские снайпера были кругом. Вот. В России такого не будет. Мы не такие, мы просто не такие. 무척 따뜻합니다. 대부분 지역 기온 20도 안팎까지 올라서 어제처럼